Первый сеанс прослушивания подходил к концу. Целые сутки станции слушали Марс, виток за витком, проходя над разными участками его поверхности. Все было тихо. И вдруг... Да, это был тот самый сигнал, и он шел с поверхности планеты. Князь Тьмы все рассчитал правильно. Любому из тех режимов, которые будут непрерывно сменять друг друга в России согласно его модели всемирной истории, непременно понадобится новое оружие, и обязательно с минимальными издержками на разработку. После победы мировой зеленой революции и прихода к власти на большей части бывшей территории России блоков православных и экологических партий, вероятность поддержки проекта резко снижалась, а после свержения зеленых неолудитами и вовсе падала до нуля. Но князь Тьмы не загадывал так далеко. Существовала 98% вероятность, что проект будет реализован до 1997 года. Так оно и случилось. Сигналы, дошедшие с поверхности Марса, принадлежали роботу-генералу. Они представляли из себя обычное подтверждение готовности принять донесение от какого-то робота рядового, то есть компьютерный аналог ответа на запрос «Товарищ генерал, разрешите обратиться?». Но генерал в этот раз так и не получил рапорт от своего подчиненного, сражавшегося за ближайшим холмом. Радиоканал связи был перехвачен автоматической станцией, пролетавшей над ним на высоте 300 километров. Вместо донесения с поля боя в электронный мозг робота-генерала вошла маленькая программка под названием Lord of Mars – Повелитель Марса, дальний потомок червя, сработанного Джоном Хекером еще в начале 80-х годов.